Io sto preparando la finestra. Ну что, друзья, новый день, новые приключения. И первое, что я собираюсь сегодня сделать, это позавтракать в замке. По дороге, как всегда, попадается инжир, но не буду перебивать аппетит. Тропа проходит над оливковой рощей. Это частная территория, даже несмотря на то, что здесь есть ступени и нет калитки. Но внизу можно увидеть знак, на котором написано, что это частная территория. Сегодня мой походный образ дополняет шляпа. Но в данном случае это не модный аксессуар, а вынужденная необходимость. Просто посмотрите, какое палящее солнце. Невозможно смотреть на дорогу без шляпы. На тропе Вианданте я уже встречала несколько подобных церквей. Портал перед входом образует такой арочный коридор над дорогой. Это выглядит очень живописно и уютно, а еще, если в пути вас застала непогода, здесь можно переждать, например, дождь. А еще я думаю, эти лавочки используются местными жителями. Так как небольшие церквушки почти всегда закрыты и открываются только на время службы, те, кто пришел пораньше, могут посидеть здесь и пообщаться с другими прихожанами. Ну, конечно же, днем церковь закрыта. Обычно в прошлые годы приходили сюда. Пес бежал вниз к речке, купался. В этом году воды нет. Катастрофа. Посмотри. Sì, ma anche qua noi venivamo a fare il giretto, lui gli piace perché un po' d'acqua andava dentro, faceva il bagno. Guarda. А вот и первый житель замка. Я думаю, у него дневной сон. Не перестаю восхищаться видами озера. Панорама с террас замка одна из самых захватывающих. Вдоль ступеней замка высажены различные растения, и каждая из них подписана. А для различных насекомых, составляющих часть экосистемы парка, здесь предусмотрены комфортабельные апартаменты с видом. Об этих милых привидениях, населяющих замок Веция, я рассказывала в своем видео про Варену. Вот мы снова и увиделись. Именно здесь, в окрестностях замка, были впервые найдены остатки древней рептилии, названной впоследствии лариозавром. На этом камне самый большой экземпляр, в длину почти метр. А здесь сверху малыш лариозаврик. Лариозавр – древняя рептилия. Она питалась рыбами в древнем океане, который находился когда-то здесь, на месте замка Перледа и Варена.
Если не боитесь высоты, обязательно поднимитесь на вершину башни. Башня ведет подвесной мост. А снаружи вы можете услышать крики сокола, который живет здесь же. Летом на территории замка проводится множество мероприятий. Например, по выходным костюмированные исторические реконструкции с участием детей. А вот такие ужасы скрывает подземная часть замка. Видимо, здесь провел свои последние дни какой-то рыцарь. Да уж, после солнечных и зеленых садов снаружи катакомбы выглядят действительно устрашающе. Перед тем, как уйти из замка, я решила здесь же пообедать. Наверное, многие знают, что на обед пиццу едят только туристы. Ну что ж, побуду туристом сегодня. На север от Варены в сторону Лекко тропа разделяется на верхнюю и нижнюю. Я выбрала верхний путь. Вот так достаточно дико выглядит начало тропы. Тропа практически прорублена в скале. Ну что ж, легких путей я не ищу. Сложные подъемы всегда вознаграждаются. Замок возвышается над Вареной, а я возвышаюсь над замком. Затаить дыхание, подойти к самому краю и почувствовать единение с этим прекрасным сверкающим озером. Мне кажется, я могу несколько часов сидеть и просто наблюдать, как движутся кораблики, рассекая водную гладь и оставляя за собой белый пенистый след. Например, глядя на эту лодочку вдалеке, я теперь представляю, будто это огромный лариозавр, случайно доживший до наших дней, плывет в Варену, греясь под яркими лучами летнего солнца. По моим ощущениям, ходьба по тропе заменяет поход в сауну.
Так. Нижний легкий маршрут проходит где-то вон там, недалеко от берега озера. А здесь, на переднем плане, что-то я не вижу никаких тропинок. Неужели мне придется подниматься на самый-самый верх? А я все поднимаюсь и поднимаюсь. Кажется, так и есть. Придется покорять эту скалу. В 12 километрах от Варены, в низине между гор, располагается городок Эзино-Ларио. А если оглянуться, все еще можно увидеть вдалеке окрестности Варены. Спустя пару часов подъемов и горных троп, оставив в стороне Эзино-Ларио, я вышла к очень ухоженной милой деревушке. На камне изображен ослик, но вижу я пока только коров. Итак, сверим координаты. Я нахожусь вот здесь. Это местечко называется Ортанелло. Очень милая деревушка. В прошлый раз, когда я шла из Варены в Билано, был сезон малины. Сейчас же поспела ежевика. Здесь же около Ортанелло есть полянка, оборудованная для барбекю. И еще одна зона барбекю. Возле небольшого прудика, который тоже, к сожалению, пересох в этом году из-за засухи. Сделаю здесь совсем небольшой привал. Пора уже торопиться. В горах темнеет раньше, чем на открытой местности. В этот раз питьевые фонтанчики встречались очень редко. Хорошо, что я запаслась водой, и мне ее хватило до этого фонтана. Новый сюрприз на тропе – это древняя каменная церковь. Первое упоминание о ней относится к XIII веку, но, возможно, это гораздо более древняя постройка. Мне очень нравится очарование затерянных в горах этих маленьких каменных церквушек. А теперь то же самое, но вживую. Городок вдалеке Монбелло-дель-Ларио. Туда мне предстоит спуститься. Снова открываются виды на озеро. Мне кажется, что моя тропа Вианданте никогда не закончится. Тропа через лес в горах. Высота 900 метров. Но мое внимание привлекла ухоженная холмистая поляна. После узких каменистых перевалов это место казалось оазисом спокойствия. А затем вдалеке я услышала веселые голоса и решила подойти поближе. А дальше все произошло в лучших итальянских традициях. Qualcuno abita anche in Zinberg? No, solo in estate. Здесь кто-то живет и зимой? Нет, только летом. Потому что сложно, тут ничего нет. Если пойдет снег, все будет заблокировано.
Sì. Pietra Percia. No, dai. Gliela carica con Io sto preparando la minestra. А я готовлю минестроне. А это какой-то местный рецепт или классический? Из того, что есть. Да-да, из того, что есть под рукой. Режем, варим, добавляем приправы и Tagliamola, facciamo едим. cuocere, mettiamo qualche dado, poi la mangiamo. Buono. А что-то, что готовите здесь, особенное, традиционное. Равиоли ди Сан-Карло. А еще фатули. Это как равиоли из картофельного теста. С начинкой, и они такие, достаточно крупные. la pasta dei gnocchi. Delle patate. Pasta dei gnocchi, delle patate ripiene praticamente. Lei è una E specialista a sono preparare belli grossi così. Ma immagino. И потом здесь все свежее, даже курочки бегают ваши. Да. А тут все одновременно. И изготовление оленей и минестроне. А еще совы. Посмотри, какие красивые. Oggi guarda quello che bello. Questo sta preparando il petto. Ah, no, non c'ha il piedino. metti Sì, sopra anche- per- Ecco, dai, così. E va avanti. Ты идешь дальше? Vediamo Да, иду до Лиерны или до Манделла дель Ларио. Посмотрим. А оттуда сяду на поезд до Милана. Però adesso gli orari dei treni. Grazie. Allora, grazie, vi saluto. Anche- Buona anche noi, serata. dai, buona passeggiata. Вот так, немножко заблудившись, я познакомилась с замечательными людьми. Эта семья проводит здесь каждое лето. Раньше они жили здесь постоянно, когда были маленькими. Можно сказать, это их родовое поместье. И до сих пор собираются все вместе, готовят минестроне, делают поделки к Рождеству. Каждый находит занятие по душе. Город еще нежится в лучах заката, а крутые тропинки уже погрузились в сумрак. Надеюсь, я успею на последний поезд. Наконец-то закончились крутые склоны. Как видите, по этому участку дороги можно даже проехать на квадроцикле. Ура, я спустилась в город. Такие миниатюрные гранаты. Чуть больше моего пальца. Сегодня на пляж я уже не успею, но успею на поезд, и то хорошо. Ну и мое небольшое вознаграждение за проделанный сегодня путь. Ну что, друзья, вот и закончилось мое очередное маленькое путешествие. Сегодня мне приходилось очень много карабкаться в горы, спускаться по скользким и очень крутым скалам. Но удовольствие получилось сегодня колоссальное. Поэтому увидимся в следующих видео. Всем пока!